Добрый день, друзья! Вот и закончились праздничные и предпраздничные хлопоты. Всех вас поздравляю с прошедшими праздниками. Так получилось, что именно 8 марта видео не выходило. Я надеюсь, что в эти праздничные дни вы обязательно получили в подарок орхидею. Именно ту, которую очень долго хотели приобрести. А может быть, сами приобрели для себя любимый такой цветок. Всю прошлую неделю видео выходило только о поставках орхидей в Леруа Мерлен. И вот там был выбор очень интересный, огромный. Привезли более 5000 орхидей только в один магазин, в котором я делала обзоры. И, конечно, я тоже для себя нашла те орхидеи, которых у меня нет в коллекции. Но больше всего мне понравилось даже не выбирать орхидеи, даже не покупать эти орхидеи, а понравилась та атмосфера, которая царила на каждой поставке. Во-первых, не было оптовых покупателей. Приходили мои подписчики, просто женщины и мужчины, увлеченные орхидеями. Были семейные пары, которые с удовольствием выбирали в подарок орхидеи и себе, и своим подругам, потому что действительно к празднику 8 марта привозят очень много орхидей. Давали друг другу советы. Выбирали орхидеи вместе. У меня, например, спрашивали, стоит ли покупать или нет эту орхидею. В общем-то, царила такая дружественная атмосфера, от которой я получила огромное удовольствие. Большое спасибо всем, кто присутствовал на этих обзорах. Но это была случайность, но все равно очень приятно. И мне очень понравилось. Вот просто так получилось. Ну, невозможно, конечно. Разве может один человек оббежать сразу более 1000 орхидей, пересмотреть их и выбрать для себя? Нет, подходишь к одним орхидеям, смотришь, подходим к другим. И вдруг подходит ко мне женщина, подает мне орхидею и говорит: хотите? Может быть, у вас такой нет? Это из области фантастики. Это так приятно, когда человек нашел какую-то, скажем, эксклюзивную орхидею и отдает другому. Я всегда, конечно, стараюсь помочь, выбрать, посмотреть, подсказать. Но вот это было просто очень приятно. И эту орхидею я приобрела. Именно эту, которую мне отдали в руки. Вот эта орхидея. Но, к сожалению, точного названия я ее не знаю. Сравнивая в интернете разные фотографии, она похожа на дикий персик. Но что-то есть в ней от дикого персика. Поэтому я ее назвала не дикий персик, а мой любимый персик. Я не буду сейчас рассказывать в хорошем орхидее состоянии, в плохом состоянии орхидеи. Я вам в следующем видео расскажу именно для новичков, что сделать с новой появившейся орхидеей. Может быть, это первая орхидея, может быть, у вас это 10-я орхидея. Но все равно видео выйдет для новичков. Куда поставить, как поливать, что сделать, первые ваши шаги при покупке орхидеи. Это видео выйдет следующим. А сейчас, прекрасный цветок. А самое главное, что у меня действительно нет ни дикого персика, ни просто персика. Еще желтый бигрип. Но так как уже прошла неделя с момента покупки, некоторые цветочки начали увядать. И всех всегда волнует. Вот принесли орхидеи, почему не открывают бутончики? Смотрите, есть засушенные бутоны,
Вот новый бутон открывается. Тоже, казалось бы, молодая ветка, но бутоны засушивает. Это стрессовые состояния для орхидеи. При перевозках, при том, что мы ее принесли домой, она должна приспособиться. И что для нее бывает лишнее, чтобы не тратить свои силы? Конечно, это не распустившиеся бутоны, на которые очень нужно много потратить сил орхидеи. А ей сейчас нужно приспосабливаться, жить в новых условиях. Поэтому может быстро сбросить бутоны. Но всегда говорю, не обращайте внимания именно на сброс этих бутонов. Обращайте внимание на листья, на корни орхидеи. И, кстати, вот эта орхидея с проблемами. Принесла, распаковала, увидела мокрое пятно на шее. Сразу обработала неразбавленным Максимом. Сижу и думаю, пусть выживет. Уж очень красивая. Еще один биглип. Наверное, обратили внимание на самом первом обзоре от 28 февраля, потому что поставки орхидей именно предпраздничные начались 28 февраля. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Был показан вот такой биглип. Он и шоколад, он и не шоколад. Одна часть с разводами, другая белая. В общем, какой-то интересный мутант. Есть мутации почти на всех цветах. Где-то больше цвета на лепестках, где-то меньше раскраска у лепестков. Мне захотелось узнать, что же с ним будет дальше. Как он будет цвести в следующий раз. Корешки есть, листики тоже. Надеюсь, что до его следующего цветения пройдет не так много времени, и он очень быстро адаптируется. Я не знаю, чем меня привлекает этот биглип. Это венецианский карнавал или карнавал Венеции. Может быть, он не столько ярок, как хотелось бы. Но вот именно этой своей нежностью, этой простотой мне очень нравится эта орхидея. У меня есть такая орхидея в коллекции, но с ней большие проблемы. Поэтому я купила еще одну такую орхидею и надеюсь, что с этой орхидеей проблем не будет. Вы знаете, но они все продаются вот в таком очень молодом состоянии, то есть 3-4 листика, даже вот есть 5-й, но он уже желтеет. Вроде бы все неплохо у орхидеи, и шея чистенькая, и листики в отличном тургоре. Но как-то я за нее волнуюсь. И даже бутончики не сушат. Но и последняя поставка перед праздниками была 2 марта. И привезли, наверное, штук 30 мини-орхидей. Боже мой, какие они были красивые. Я даже целую палету показала на видео. Было очень много вот таких розовых орхидей с желто-оранжево-коричневой, даже цвет невозможно передать, губой. Очень яркие и, привлекательные. Потому что на первом обзоре была орхидея Тулкан. Я прямо стояла, ее держала и думаю, нет, наверное, кто-то другой ее все-таки захочет. Но не взяла. Но взяла вот такую маленькую орхидейку, очень похожую на орхидею Тулкан. Именно расцветкой. Но такие маленькие орхидейки были привезены в маховых стаканах.
Причем мох был сильно влажный. Мы стояли с подписчицами, долго выбирали эти орхидеи, но выбрали. За те дни, которые находятся орхидеи у меня дома, конечно, мох просох, бутончик она распускает. И о этой орхидее будет отдельное видео. Еще раз покажу, как такие маленькие орхидеи в мху, в какую емкость, не пересаживая, поставить ее, дать ей возможность и доцвести, и потом начать расти корни. Я уже недавно это показывала, ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Но еще раз рассказать, что именно делать с моховыми стаканами, я думаю, что не помешает. Поэтому ждем следующих видео. Видео для новичков, видео именно об этой орхидее. И если вам интересно, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.